Вскоре Мао Цзэдун заявил о китайских правах на 1,5 миллиона квадратных километров за красной линией, проведенной на карте за 100 лет до этого царским генералом. В список утраченных Великим Китаем земель попал весь советский Дальний Восток, включая Камчатку. Маоистская пропаганда готовила почти миллиардное население КНР к великому походу на север. Однако администрация Хрущева была уверена, что Мао Цзэдун не решится на вооруженный конфликт и будет воевать лишь языком агитплаката. В тогдашнем политбюро предпочитали не верить, что Китайская Народная Республика, где собрание сочинений Ленина является стержнем государственной идеологии, сможет напасть на СССР. На Красной площади страна демонстрировала миру боевую мощь, в то время как на Дальнем Востоке военные городки передавались колхозам, а долговременные укрепления демонтировались. Брежнев, сменивший Хрущева на посту генерального секретаря ЦК КПСС, с такой позицией был не согласен. Брежнев считал, что китайский вождь в любой момент может перейти от слов к делу. Он поручил министру обороны Гречко немедленно укрепить Дальний Восток. Территория, на которую претендовал лидер некогда братского Китая, превращалась в непроходимую для современной армии зону обороны. Мы восстанавливали укрепленные районы, которые к тому времени были расформированы. И однажды прилетает министр обороны Гречко и проверяет, что они стоят, какая цена их. Какая их цена. Боевая, так сказать, не денежная, а боевая цена. Мы показали укрепленный район на уссурийском направлении. Мощный укрепленный район. С огнем. Огонь и фланговый, из орудий, из пулеметов и так далее. Настолько мощный был, что Гречко был поражен. И очень многие тогда офицеры были награждены им ценными подарками, ну, в основном часами. У него был с ним порученец, имел часы, и тут же, по нашему представлению, он вручал эти часы. 2 марта 1969-го командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик приказал перебросить к Даманскому мотострелковую часть, танки, артиллерию и дивизион секретных градов, ракетных установок залпового огня. Часы от маршала Гречко на его руке отсчитывали уже не первый час боя, но приказ армию в конфликт не вводить Москва все не отменяла. В самый разгар перестрелки в бой с китайцами вступили пограничники с заставы Кулебякин-Сопки. Ими командовал старший лейтенант Виталий Бубенин. Их было там, наверное, около 300, может быть, больше. Нас было 20-21 человек. Вот. Расстояние между нами было примерно 150-200 метров. Конечно, было страшно. Когда вот снег выскочили, нас положили, в снег зарылись, лежишь, в тебя снайпер бьет. Я почувствовал, что именно меня сейчас убьют. Не Иванова, Петрова, Сидорова, а именно меня сейчас убьют. То стало немножко страшно, такое жутко. Как вышел из этого состояния, помню до сих пор. Возникла злоба. Вот лежу, внутри нарастает. Как меня, да, мордой в снег. Оперативный дежурный по погранотряду передал по рации приказ вывести людей из неравного боя. Но Бубенин принял другое решение. Посадив свою группу в бронетранспортер, он на предельной скорости обогнул остров и зашел в тыл китайскому подразделению. С китайского берега вот тем ротам, которые были на острове, бросили подкрепление. Наверное, около рота китайских солдат прямо с берега спрыгнул, и там проток 60-70 метров всего. И вот они прямо перед БТРом выскочили и бросились на остров. Они, видимо, не ожидали, что я зайду с флангом. Мы по ним открыли огонь, и фактически на льду мы положили полностью всю роту. Бубенин остановил БТР, чтобы подобрать раненых.
В этот момент снаряд, выпущенный с китайского берега, пробил броню боевой машины. Мы пересели на второй БТР. Я принял решение ударить китайцам теперь, то я заходил с тыла, теперь ударить с фланга. Получилось так удачно, что вышли во фланг расположения батальона. Вот, опорный пункт этого батальона. Впервые, когда мы там ворвались, и китайцу это было вообще полной неожиданностью. У китайцев поднялась паника, и вот эта вся масса поднялась, и в панике стала убегать с острова. Вот это только впервые увидели мы, какое огромное количество китайцев находится перед нами. Мы врезались в эту толпу и фактически расстреляли ее полностью. С противоположного берега китайцы открыли шквальный огонь по советскому БТРу. Выбравшись из подбитой машины, Бубенин и трое его бойцов поняли, что остались единственными защитниками острова, способными держать оружие. О том, что у них уже не было патронов, китайские солдаты не знали. Мы взялись так за руки и уже четвером снова пошли в бой. Я четко представлял, что это последний бой, последний выход, и вряд ли кто оттуда живым вернется. Это точно. Потому что я знал, сколько там китайцев, вот, и знал, что резерв подойдет еще не скоро. Потом мы шли, никто не стреляет. Солдаты не кричат, машут руками. Я тяжело контужен, просто плохо слышал. Вот. Но я понял, что все кончилось. Доклад специальной комиссии, расследовавшей на следующий день эти события, лег на стол председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова. Вывод комиссии раскрывает ее задачу и позволяет судить о подлинной позиции Андропова в дни конфликта. В докладе нет ни слова о том, что кто-то поддался на провокацию. Напротив, разобрав действия каждого солдата персонально, комиссия доложила, что не выявлено ни одного факта трусости и малодушия при отражении агрессии. В документе значилось, что в боевом рейде старшего лейтенанта Виталия Бубенина уничтожено 248 китайских военнослужащих. Председатель КГБ подписал представление Бубенина к званию Героя Советского Союза, первому заработанному в боевой операции за послевоенную историю страны. Подчиненные Андропова знали, насколько он скуп на боевые награды. Это означало, что председатель КГБ свой политический выбор сделал. После столкновения 2 марта на Даманском наступило затишье. Советские пограничники вынесли с поля боя тела 32 своих товарищей. На острове среди брошенных автоматов Калашникова китайского производства и фляжек с водкой обнаружили цитатники Мао с призывами вернуть китайские горы и реки. Но в цитатниках не было ни иероглифа о том, что Советский Союз еще 5 лет назад предлагал вернуть Даманский КНР. В 1964 году, в разгар культурной революции и антисоветской истерии в Китае, Хрущев сделал попытку примириться с Мао Цзэдуном. Он предложил братскому китайскому народу Даманский и еще несколько десятков островов общей площадью 20 тысяч квадратных километров. Но Мао отказался принять подарок от предателей идеалов Ленина. Возникший в те дни вопрос открыт до сих пор. Зачем великому кормчему спустя 5 лет понадобилось силой захватывать остров, не имеющий стратегической и хозяйственной ценности, если можно было миром получить гораздо